Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks, и сегодня у нас на обзоре средний китайский прем-танк Т-34-3. Вот, купил я его за боны в боновом магазине, как только узнал, что данную машину выводят из бонового магазина, и давно хотел ее взять и не пожалел. Хотел в коллекцию получил. Полноценный гайд, обзор сегодня по тачке, вот, и, конечно же, начнем мы с бронирования. Погнали. Итак, вот коллижен модель нашего Т-34-3. У нас хорошие приведенные углы НЛД и ВЛД. Ну и давайте посмотрим, сколько у нас там. 100 мм бронирование НЛД. Так, сейчас, секунду. О. В приведенке где-то в районе 170, 160, 170. Вот, а ВЛД у нас те же 100 мм. Приведенки 167, сверху 180. Крепко ли это броня? Ну, это броня анти-СТ против обычных снарядов. Голдой, конечно же, будут пробивать. Теперь башня. Маска орудия. Маска орудия. Вверху 800. Там у нас здесь по 600. Короче, ну, дофига там брони, даже и думать нечего. У нас сферическая башня. Естественно, самые ослабленные места у башни у нас вот здесь 216, 220. Дальше 240, 340, 350, 460 рикошет. Сверху тоже все хорошо. 350, 300. Все круто. Все офигенная башня. Есть лючки. Лючки у нас расположены в задней части башни. А левый лючок у нас в приведенке 185, правый 163. Безусловно, они, кстати, не такие уж и маленькие, да, вот, выцеливать их могут и будут выцеливать на средней и близкой дистанции. На большой дистанции, конечно, в них будет тяжело попадать, но иногда залетает. Боковой у нас, кстати, нету надгусеничных полок никаких, есть подбашенный цилиндр, вот, боковое бронирование 80 мм, естественно, он может, как и любой тяж практически, да, хорошо танкует, в каток не бьется, кстати, да, от борта. От борта хорошо. Понятно, что есть вот это, но вот в этой части подбашенной будет здесь у нас рикошет, а вот здесь есть, конечно, маленький пятачок, но он настолько маленький, что в жизни никто не попадет. То есть броня, в принципе, неплохая, анти-СТ в корпусе, от борта прям тяж, а по башне все круто, за исключением лючков. Вот такой вот бронирование. Так, с броней разобрались. Теперь давайте глядеть орудие. Что же у нас тут стоит? А у нас здесь стоит 122 мм на среднем танке. Пушка Д-25ТА. Альфа 390 как на тяже. Только на среднем танке. 196 пробития на основном, 250 на голде. Пушка, конечно, долго заряжается, потому что альфа приличная. На стоке 13,4 секунды, ДПМ почти 1800. Точность, соответствующая этому орудию 0,42, сводится, ну, более-менее 2,5 секунды. Вот, а по полевой модернизации я ее еще не качал, но предвижу следующее, что качать нужно легкоусплавные узлы крепления. Вот, поскольку у нас не самая лучшая точность, и да и сведение, конечно, такое, но я бы все-таки взял на точность, доп. Вот, плавающий прицел. И здесь бы взял, ну, наверное, антибликовую маскировку фар. Все-таки это эстеха. Вторым слотом, разведка и живучесть. Ну, я не буду использовать на этом танке улучшенную закалку, поэтому, наверное, все-таки возьму разведку, чтобы обзор у нас получше был. Вот. Это так буду я качать полевую. По поводу оборудования. Поскольку у нас дрын-то здоровый, 122 мм, естественно, как и на большинстве тяжей, и на этом танке не исключение, надо ставить стаб. Без него никуда этот вид оборудования у вас на этом танке должен быть всегда. Дальше всегда должен быть досел. Пушка долго заряжается, и это не обсуждается. Досел и стаб — факт. А вот в первый слот, дающий дополнительный буст на подвижность, я лично поставил турбину, потому что без турбины он прям совсем медленно едет. Практически как тяж. Вот, но сюда можно поставить и, например, просветленную оптику можно. Сюда можно поставить, не знаю, улучшенный прицел. Можно, конечно, можно. Чтобы точность пушечки этой повысить.
Да даже вентилятор можно поставить. Это на ваш выбор. Но вот эти два вида оборудования стоят здесь всегда. По снарядам основной ББХ голда у нас кумулятивная. ББХ летит на минималках 800 метров в секунду. Вот, голда здесь 720 метров в секунду. Ну, скажем так, уже прям на грани некомфортного скорости полета снаряда. Снаряды, ну, вот такие. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, желательно автоматический. Экипаж 4 перка, 4 члена экипажа перки вы сейчас видите перед собой в табличке, уже заговариваюсь. Вот, значит, при вот таком экипаже достаточно дохлом, у меня даже не 3 перку, у нас пушечка уже заряжается 11.31, что уже лучше, да, сводится 2.34, разброс пока такой все равно 0.39, ДПМ подрос до 2070, да. По ХП 1400, даже без закалки, ХП здесь немного повышенным, потому что, ну, броня неплохая. По мобильности с турбиной 55 вперед, 23 назад, почти 16 лошадей на тонну, удельная мощность. По незаметности, перк незаметности у меня не вкачан вовсе этого экипажа, поэтому все по нищему, 18% даже нету, но процентов до 32, возможно, даже можно прокачать, когда будут перки незаметности. Вот, по обзору у нас нету просветленки, да, у нас 409 метров, ну, чуть больше стандарта, назовем это так. 409 для 8 СТшки, ну, такое. Да я бы даже сказал стандарт, да. Теперь по плюсам-минусам этой машины в целом. Достаточно интересное бронирование, особенно это связка башни и борт. Корпус НЛД, ВЛД слабоват. Поэтому здесь плюс-минус. По подвижности, как для СТ, минус. Потому что если вы не поставите турбину, это будет жесткий минус. И вы это сами увидите. По обзору тоже ни плюс, ни минус, маловато. Могли бы побольше дать. Вот. По незаметности здесь стандартный параметр. По пушке. У нас есть отрицательные моменты скорости полета снаряда. Они не самые быстрые. Вот. У нас нету УВН. 6,5 градусов УВН у пушки. Ну, считайте, что нет. Минимальный комфорт в танках принято это хотя бы 7. Ну, хотя бы 8, 7-8. Ну, 6,5 это прям, ну, прямо реально дико мало. Вот. Но у нас есть хорошая альфа. Это танк, игра в первую очередь, конечно, в размен ХП. У нас чуть-чуть повышенные ХП, у нас хорошая альфа. Вот, поэтому нужно ловить моменты, меньше подставляться, а больше выдавать альфы. То есть это игра от альфы. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как Т-34-3 вообще себя ведет в боях-то. Погнали. Так, обзор боем у нас Т-34-3, средний китайский прем-танк 8-го левела, который я приобрел за боны. Как только узнал, что этот танк выводит из бонного магазина, вот, решил его сразу приобрести. У нас нет УВН, у нас крепкая броня башни, у нас альфовое орудие. И вот где все это применить. Совок, в кавычках, хоть и китаец. Ну, с Тэшка поедем, наверное, насиловать, что. От альфы будем играть, от размена. А лучше не получать урона, а чисто выдавать альфу. Как я придумал. Класс, да? Самому нравится. Эх, пушечка только не гнется. Это плохо.
Насыпали в кратер парнишки. Пацана надо брить срочно. О! Как ты ему в воротник-то не нагазовал, а? Ух ты, а куда это он меня? Так. Гаденыш, а. Так и знал, что тут будет стоять сейчас. И фигарь. Этого я не смогу подвинуть? Смогу. Потихонечку. Это вечность его двигать будет, да. Так, а счет прям вообще говно. Не, надо тащить. Хлорку надо сливать сейчас. Первым делом. Все, родной. Поиграл на арте. Заходим в тыл. Ураган. Слушайте, 9-9 тащится. Это еще тащится. Девять.
Все, поиграл. Артовод у них на воде, да. Поехали, за ним съездим. Чтоб он не мешал нам играть. Я так думаю. Все. 13-11. Ну, блин, 3К суммы мало все равно для этого танка. Ага, она здесь. Она здесь. Сейчас ее без меня убьет. Ё-моё. Да. Ну а Хелка куда убежал? Вон он где. Тоже сейчас сольют. Ну ладно, 3К суммы сделали, уже хорошо. Правда ведь? Правда. Брасик хитрый понял, куда побежал Хелка. И, так сказать, тоже туда поехал. Разве даст он еще что-либо настрелять? Конечно, нет. Все. Ладно. 200 дали, 973 насветили, там 300, грубо говоря, сумм. Что, в принципе, маловато, конечно, для этой тачки. Но я аккуратненько играл. Аккуратно, видите, танк двигает. Что можно за эту машину сказать? Конечно, этой тачке безумно не хватает УВН. Это факт. Но крепкая броня, неплохой достаточно корпус, интересная альфа, но вот нету УВН. В остальном пробитие на пушке, да, подвижность, понятно, не прям супер СТ. СТ, но звезд не хватает. Вот, в принципе, нормально. Третье место у нас по урону. Играли на ББ. Чисто ББ. Вот, нафармили почти 100к серебра. Я доволен, что эта тачка у меня есть в ангаре. Иногда буду на ней выкатывать. Но, конечно, сейчас играть на танках без УВН достаточно тяжело. Но как для СТшки без УВН, Т-34-3 прям точно по пятибалльной системе заслуживает твердую четверку. Ребят, у кого уже есть Т-34-3, пишите свои комментарии. Я считаю, в принципе, танк неплохой. Да, без УВН, но без этого учета, в принципе, неплохой. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.